Вопрос от Марины Марковой. Что советовать детям до 2 лет для лечения от кашля? Это очень сложный вопрос. Первое, вы должны понять, какая причина кашля. И попробовать пройтись по заболеваниям. Если у ребенка ОРВИ или риносинусит, то вы применяете только ирригационную терапию, капли в нос с изотоническим раствором. Второе. Если это острый ларингит, абсолютно другая терапия. Это применение или кортикостероидов через небулайзер, или системных кортикостероидов. Если кашель в результате бронхита, бронхиолита или пневмонии, муколитические средства не применяются. То есть кашель проходит спонтанно. Ну и если кашель связан с обструктивным бронхитом, когда происходит бронхоспазм, тогда мы можем применять ингаляционно через небулайзер бета-2 агонисты типа сальбутамол. Но в целом существует принцип. У детей до 2-летнего возраста нет препаратов специфических для лечения кашля. Почему? Потому что профиль безопасности у них крайне низкий. И вот в связи с этим, вы знаете, с 2008 года FDA запретила все муколитики у детей до 2 лет, а синтетические муколитики вообще до 4 лет в педіатрії повністю. Наступне запитання від Світлани Яковенко. Чи є специфічні особливості зберігання відкритої пляшки бронхіпрету? Отвечая на ваш вопрос, я хотела бы сразу привлечь внимание к тому, что по инструкции открытый сироп бронхипред может храниться до полугода. И мы должны помнить о том, что нет необходимости хранить вообще сиропы от кашля, в частности, в холодильнике. Нет, в этом нет никакого рационального зерна. Кроме того, не нужно подогревать сиропы, то есть они должны храниться при комнатной температуре до 25 градусов и использоваться в течение 3-6 месяцев с момента открытия. Далее вопрос от Татьяны Харченко. Можно ли в случае острого кашля рекомендовать антибиотики? Отвечая на вопрос, я скажу, что вообще не существует корреляции между температурой и антибиотиками и корреляцией между кашлем и антибиотиками. Мы должны выставить клинический диагноз. И определенный диагноз нуждается в антибактериальной терапии. То есть если кашель связан с пневмонией, то мы лечим антибиотиком не кашель, а пневмонию. Если кашель связан с бронхитом, обструктивным бронхитом, поствирусным риносинуситом или ОРВИ, мы не даем антибиотики. Ну и так же самое, допустим, есть диагноз острый ларинготрахеид или стенозирующий ларинготрахеид, когда у ребенка возникает круп. К сожалению, такие дети, попадая в стационар, зачастую получают антибиотики. Но как раз вот этот диагноз острый ларинготрахеид 100% это вирусная этиология. Поэтому, повторюсь, корреляции между антибиотиками и кашлем нет. Катерина Кучинська запитує, як можна полегшити симптоми застуди та кашлю у немовлят? Мы говорим про немовлята, то немовлята означает это дети первые 28 дней жизни или первого месяца. Значит, самого термина простуда в этом возрасте не существует. Иммунологическая особенность детей, анатомофизиологическая особенность этих детей, плюс грудное вскармливание, плюс недавние роды. Вы понимаете, что через плаценту к ребенку попадают все антитела. То есть такого понятия, как ОРВИ, вообще у детей до месяца практически нет. Более того, хотел бы вас ознакомить, что существует так называемый физиологический ринит. Физиологический ринит наблюдается у детей до 3-4 месяцев жизни, у кого-то до 5 по разным данным, и проявляется тем, что возникают симптомы, похожие на насморк, не связанные с заболеванием. Это просто анатомическая особенность, когда ребенок сопит. Аліна Дяченко питає, чи можлива взаємодія лужних вод і бронхіпрету? Отвечая также самое на этот вопрос, я хотел бы сказать, что не существует никакой взаимосвязи. Бронхипред – это лекарственный препарат фармацевтический, фитониринговый, который применяется показаниям при бронхите в основном, да, или при инфекциях респираторных путей, не пневмонии, бронхит, там ОРВИ, а лужные воды никакого влияния не имеют. Мы должны обеспечить ребенка или взрослого достаточным потреблением жидкости, но не заливать его, и не имеет значения, что вы ему вводите. Кока-колу, воду и тому подобное в большинстве случаев. Вы не в состоянии лужной или щелочной средой изменить pH крови. pH крови очень стабильный параметр, поэтому это где-то пошло, эти мифы от нашей медицины постсоветской. Поэтому просто поите ребенка тем, что ему нравится. Нравится ему компоты, пускай пьет компоты. Но помните, что жажду устраняет просто сырая вода. Кипяченая вода и компоты жажду не устраняют.
Наступне запитання від Дмитра Трофімова. Таблетки та сироп відрізняються по складу лікарських рослин. На вашу думку, яка лікарська форма бронхіпрету більше ефективна? Тверда чи рідка? Я бы сказала так, что специально, согласно требованиям ВОЗ, была разработана детская лекарственная форма бронхипред. Это должен был быть сироп. Введение первоцвета в сироп было необоснованным, и в сироп вошла комбинация чабреца с плющом, что доказано многими клиническими исследованиями и достаточно эффективно у всех возрастных групп, которые применяли бронхипред при различных симптомах кашля. Говорить о том, какая лекарственная форма более эффективна, не совсем корректно. Для детей эффективен бронхипред. Для взрослых в сиропе, для взрослых, конечно же, есть тоже доказательная база об высокой эффективности бронхипрета в таблетках. Просто не все взрослые любят принимать сироп, поэтому и была разработана именно эта твердая лекарственная форма. Но различать их по эффективности абсолютно не нужно. Они проявили свою эффективность и безопасность в каждой возрастной группе. Питання від Наталії Жижери. Як лікується психогенний кашель? Это, наверное, самый сложный вопрос, почему мы не ответим за него и за 15 минут. То есть психогенный кашель достаточно распространен у детей и у взрослых. Считает, что более 20% случаев хронического кашля, то есть который длится больше месяца у детей, это психогенный. Основные это направления лечения. Первое – это работа с родителями, это психокоррекция, это отсутствие насилия над ребенком, это объяснение причины родителям, как, почему этот кашель возникает, то есть больше это связано с психологом. Ну и минимальное значение имеет фармакотерапия. Почему? Потому что антидепрессанты и психотропные лекарственные средства снижают когнитивные способности ребенка, особенно если этот ребенок ходит в школу, учится в садике. Поэтому фармакотерапия психогенного кашля в педиатрии значения не имеет, а фармакотерапия психогенного кашля у взрослых основана на применении и подборе дозы такого препарата, как габапентин. И снова вопрос от Дмитрия Трофимова. Какие тревожные симптомы, когда надо обязательно рекомендовать обращаться к врачу? Если мы говорим в контексте вирусной инфекции, то тревожными симптомами является: первое – это резкое ухудшение состояния. Второе – это повторная волна лихорадки, то есть была температура 38,5-39, через 2-3 дня повторная лихорадка. Третье – это сохранение высокой или фебрильной лихорадки больше 3 суток. И четвертое – это появление так называемых опасных симптомов, или, как любят говорить коллеги, симптомов красного флага. Это или нарушение сознания, или появление одышки у ребенка. Уважаемые коллеги, ведь угрожающие симптомы могут быть как при кашле, так и при риносинусите. В помощь вам, уважаемые провизоры, протоколы провизоров, где специально отдельным разделом были вынесены для вас соответствующие угрожающие симптомы. Вы можете еще раз, имея эти протоколы под рукой, всегда к ним обратиться в случае возникновения подобных вопросов у вас. Ксения Пильщик спрашивает. Очень многих родителей пугает в составе сиропа бронхипред эталона 7%. Если рекомендовать детям, как можно успокоить родителей по этому поводу? Этанол в такой дозировке, как 7%, входит в сироп бронхипред с точки зрения различных, там достигнуты различные цели, и с технологической точки зрения, и с фармацевтической точки зрения в этой ситуации этанол выступает как полярный растворитель. Кроме того, он является великолепным консервантом. Почему сиропы бронхипред как бы можно после открытия до 6 месяцев ими можно пользоваться. И для того, чтобы свести на нет все опасения родителей, я могу вам сказать, что согласно европейским рекомендациям жидкие детские лекарственные формы должны содержать не более 10% этанола. В бронхипрете мы имеем 7%, что согласуется с подобными требованиями европейских регуляторных органов, поэтому можете смело использовать этот сироп у детей с 2 лет. Ксения Пильщик спрашивает, почему исчез из ассортимента бронхипред-раствор? Бронхипред в каплях совсем скоро должен появиться на фармацевтическом рынке Украины. И мы очень ожидаем лонча этого продукта. И мы с Александром Васильевичем уже были приглашены для вот этого ивента. Поэтому я думаю, что совсем скоро, в течение буквально 2 месяцев, мы сможем вам представить уже полюбившуюся лекарственную форму бронхипред в каплях. Наталья Жижера.
Запитую, чи можливе поєднання бронхіпрету і імупрету? Уважаемая Наталья, хотела бы ответить на ваш вопрос, что использование бронхипрета или имупрета ограничено показаниями к тому или иному препарату. Если мы говорим об использовании бронхипрета, то это конкретно заболевание нижних дыхательных путей. У имупрета вы можете посмотреть в инструкции, это либо профилактика вирусных инфекций, либо же терапия фарингита, танзелита и ларингита. Поэтому использование их в комбинации совершенно не обосновано, и в данной ситуации все препараты фитонирингового ряда, они самодостаточные, и использовать их в конкретной отдельной нозологии достаточно в виде монотерапии. Уважаемые коллеги, уважаемые фармацевты, нам было крайне приятно увидеть сегодня такое большое количество участников на нашем вебинаре. Уже становится хорошей традицией от вебинара к вебинару получать ваши вопросы. Мы их обсуждаем в кругу наших коллег с Александром Васильевичем. И с удовольствием будем рады видеть вас на наших новых встречах. И, конечно же, хотелось бы от себя вам пожелать как можно больше приятных моментов и как можно больше здоровья. Уважаемые коллеги, спасибо за то, что вы были с нами. Очень бы хотелось, чтобы вы были активны в чатах. Вы можете писать различные темы, освещать, что вы хотели бы услышать в следующий раз. Мы можем подстраивать наши мероприятия под ваши вопросы и оптимизировать ту информацию, которая нужна именно вам. До новых встреч!